У меня были довольно неоднозначные отношения с ровесниками, потому что я все равно фоново понимала, что я выгляжу как-то не так. Ну, ты так родился, ты ничего не можешь с этим сделать. Ходи, оглядывайся, я знаю, где ты живешь, я знаю, где живет там, твоя мама. Но при этом ты ощущаешь, как будто бы вот людям это, не нравится, и они тебе говорят, ты не можешь как стать нормальной. Я всегда говорила и говорю, что ксенофобия — это не выход, и она просто пытается как бы вот так вот сделать модель мира такую вот максимально простую. Все из-за них. Вот, как бы это очень инфантильная позиция, опять-таки, я такое не понимаю. Друзья, мы продолжаем рубрику «Монолог на Варламов Токс». В этой рубрике интересные люди рассказывают вам свои истории от первого лица. Моим новым гостем стала Янг Маша, с которой мы поговорили про расизм. Янг Маша — это девушка с африканскими корнями. В своем блоге она много рассказывает о проблемах людей других рас, которые живут в России. Какое-то время назад это даже привело к тому, что к ней пришли люди из центра Напоминаю, что все рассказанное героями в рамках монолога является их личным мнением и версией событий. Это мнение может не совпадать с моим личным, но я считаю, что оно тоже должно быть услышано. Меня зовут Маша, полное имя Мария Магдалена, я родилась в Санкт-Петербурге, хотя, да, по мне на самом деле это сказать сложно. Я всю жизнь прожила в России, хоть и мои родители не из России. Я занимаюсь в основном активизмом, блогингом и всем связанным с диджитал, и вот это как бы моя основная специализация. Мои родители не из России, они из разных городов, разных стран. Моя мама родилась в Украине, но потом переехала в Россию, там, в совсем юном возрасте, там, в детстве. А папа из Мали, это Западная Африка такая вот. Там дальняя страна. Дедушка, бабушка у меня тоже из не совсем таких, условно, не из Москвы, Петербурга. Дедушка у меня из Румынии, бабушка у меня вот там в районе Беларуси, там жила уже ближе к границе. Поэтому у меня максимально мультикультурная семья, и для меня, в принципе, такая тема, как национализм, это что-то такое, зачем оно нужно, что... И я никогда вообще не понимала, откуда у людей это появляется, и к чему это вообще, почему им это интересно, зачем им это нужно, но я понимала, к чему это приводит. И одна из тематик моего блога — это активизм против расизма и национализма. То есть это про то, что это все плохие вещи, и с ними надо как-то бороться. Я про это говорю уже много лет, хоть это что-то было такое не очень понятное для людей, от чего все отмахивались, но сейчас люди стали понимать, что такое русский мир на самом деле, и да, возможно, как бы они стали понимать, про что я пыталась им сказать все эти годы. Я родилась в самом конце 90-х, в 97 году, и, собственно, так как я всю жизнь жила в России, я застала вот эти все самые интересные периоды расцвета русского национализма, потому что, если вы не знали, то самое такое большое количество убийств на расовой почве в России было в 2007 году, а не когда-то в 90-х, вопреки расхожему мнению. В детстве, на самом деле, вот в самом таком раннем, у меня проблем как таковых не было. То есть у меня был детский сад, там были нормальные дети, они... я не помню, чтобы они мне что-то говорили, я не помню, чтобы меня как-то обсуждали воспитатели, я не помню, чтобы там были какие-то проблемы, то есть я нормально была интегрирована, собственно, в общество. И я вообще как-то тогда на эту тему не думала, то есть я помню себя просто с очень раннего возраста, поэтому, я думаю, что были бы какие-то такие проблемы, я бы запомнила. А вот дальше, когда я пошла в школу, наверное, в классе во втором, я стала думать, что, возможно, со мной что-то не так, потому что люди ко мне как-то странно начинают относиться. Я слышу какие-то нездоровые обсуждения от ровесников, даже от учителей, которые как-то один раз обсуждали, что неужели там нормальных русских мужиков не было на тему моей мамы. Я была ребенком, но я тогда уже понимала, что это что-то неправильное, то, что это, не очень прикольно. А дальше это все стало усиливаться. Я просто в силу того, что у меня была инвалидность на фоне неправильно выставленного диагноза, я училась в дворовой школе, потому что у нас Россия самая инклюзивная страна, и у нас нельзя было учиться с инвалидностью или с такими низкими группами здоровья в хороших школах, потому что, собственно, там возможности прийти особо не было. Поэтому я училась в самой обычной дворовой школе с соответствующими плюсами и минусами. Минусами, собственно, являлась максимальная ксенофобия моих одноклассников каких-то, с которыми я сталкивалась на протяжении 7 лет, пока я школу не сменила, там уже было получше во второй школе. В первой школе это были действительно отметки на фотографиях там с подписью «Тупая не ***ска», это были там какие-то физические проявления агрессии со стороны старшеклассников, это были какие-то оскорбления постоянно от одноклассников, это был какой-то игнор учителей всей этой проблемы, то есть они делали вид, что всего этого нет. И у меня четкое ощущение сложилось, что действительно дело во мне, и то, что мне надо как-то затаиться, спрятаться, вообще с людьми никак не контактировать, тогда все будет нормально. А с физическими проявлениями на улице я сталкивалась, уже в чуть более взрослом возрасте, а в детстве не сталкивалась. Но я знаю, что было, потому что у моего отца был друг,
У него была дочь Лилиан Сисоко, может быть, кто-то там слышал про эту историю, что девочку русские националисты, бравые ребята с томесткой вот так вот по горлу в подъезде вот порезали, а ей там было лет 11, ну, она там буквально пару лет старше меня, была там лет 11, что-то такое ей было, то есть она там в центре на Лиговке там вышла погулять с подружкой, и вот потом случилось вот это. Поэтому я как бы понимала, что что-то такое есть, что мама, наверное, меня не просто так провожает в школу вот до 5 класса, когда все мои там, даже, по-моему, до 7 что-то такое было там местами. Когда уже все мои там друзья, одноклассники ходят без мамы. Ну вот да, сейчас я понимаю, почему так. Тогда я как-то так, ну, конкретно не понимала, в чем дело, просто мне еще до школы довольно далеко было ходить. В общем, да, детство у меня было довольно веселое, то есть у нас там был мальчик, который бил меня в гардеробе из старших классов на расовой почве, вот он изображал обезьяну, каждый раз, когда я подхожу, это было на протяжении, там, ну, может быть, нескольких лет, все это видели, весь педагогический состав, профессорско-педагогический, так сказать, им было все равно. Ну, пусть им жить с этим, не мне, это их, собственно, право было так поступать. Как-то в итоге вот все так сложилось. Потом я сменила школу, там, да, конечно, было получше уже, там тоже были свои минусы, но как бы не в формате какой-то вот настолько открытой агрессии. У меня были довольно неоднозначные отношения с ровесниками, потому что я все равно фоново понимала, что я выгляжу как-то не так. Ну, то есть это не совсем вот такое типичное какое-то, мне кажется, понимание для подростка и не совсем такое веселое, потому что я жила с осознанием, что со мной как будто бы что-то не так, как будто бы, я не знаю, у меня там 2 руки лишние есть, и это как бы кто-то принимает, да, кто-то нет. И я считала, что нормально, да, если кто-то там про меня как-то токсично шутит. У меня была компания просто вне школы, там, да, было, естественно, лучше с этим, потому что это была все-таки такая более адекватная и менее ксенофобная компания. Но даже там я периодически там с какими-то шутками от как я думала, друзей сталкивалась, то есть какие-то шутки по поводу там цвета кожи и так далее, и опять-таки ты в такие моменты чувствуешь себя максимально незащищенным, потому что, ну, вот это опять-таки как 2 лишние руки. Ну, ты так родился, ты ничего не можешь с этим сделать, но при этом ты ощущаешь, как будто бы вот людям это, ну, не нравится, и они тебе говорят, ну, ты не можешь как-то стать нормальной. У меня просто вот там до того доходило, что это не загорало, наверное, лет там до 19-20, потому что мне просто было, ну, как-то, мне казалось, что тогда я совсем буду другая, и тогда вот вообще все будет еще хуже. Поэтому с каждым как-то годом, да, я от этого постепенно отходила, но вот окончательно забить на то, что я такая вот, какая я есть, я смогла уже там, ну, не знаю, действительно, после 20 лет, наверное, окончательно, потому что до этого у меня был довольно, ну, травматичный опыт, потому что когда ты там 17 лет живешь в России, ты не нравишься мальчикам, и ты прекрасно понимаешь, почему ты не нравишься мальчикам, не потому что ты высокая и так далее, а потому что, ну, ты выглядишь максимально нетипично, это, ну, опять-таки, не все готовы понять, принять и как-то нормально с этим жить. То, естественно, это накладывает какой-то отпечаток на самооценку, у меня с этим были очень большие проблемы, но потом, естественно, все это как бы прошло со временем. В подростковом возрасте у меня, наверное, даже не было особо личной жизни, потому что я очень как-то стеснялась того, что люди обо мне, ну, не знаю, что я вот не такая, и они мне такую услугу окажут, там, если захотят со мной как-то встречаться и так далее. Ну, то есть это тоже абсолютно неадекватное восприятие себя, своего тела, своей внешности, там, и своей идентичности. И вот такое вот построение идентичности на том, что ты чужой, это, ну, не очень, на самом деле, хорошо, особенно в таком раннем возрасте. Ну, и когда я начинала общаться уже, там, опять-таки, после 20 лет с другими мулатками-ровесницами, ну, то есть мы обсуждаем, у нас действительно какие-то похожие проблемы в плане восприятия себя, что действительно, ну, ты не меньше нравишься мальчикам, а ты просто, ну, как бы не все к этому, возможно, готовы. То есть это какой-то должен быть либо человек, который действительно видит в себе сразу человека, а не какой-то там фетиш и так далее, потому что фетишизация — это тоже такая очень яркая проблема, с которой сталкиваются все, ну, неевропеоидные люди в России, точнее, женщины, потому что это как будто бы приписывается какая-то совокупность качеств, которыми обладает вот та или иная, собственно, дама на основании того, как она родилась, там, где она родилась и так далее, что на самом деле довольно глупо. Поэтому, да, с личной жизнью у меня вот там были какие-то сложности, потому что действительно в любой момент ты можешь найти там какого-нибудь фетишиста, то есть вот как я там в 18 году буквально по улице ходила, и вот я все это оценивала, потому что люди думали, что я иностранка, и они со мной очень смешно пытались знакомиться. Там. Вот там парень говорит там мне на английском, ну, что там, хочешь провести вечер в моем отеле? Я там ему говорю, спасибо, нет. Он своему другу говорит, вот я всегда с мулаткой хотел, но я ему тогда сказала, ты бы с собакой, наверное, хотел. Но это как бы вот именно и есть
это часто встречающееся восприятие тебя как какой-то функции, как какого-то, не знаю, качества, как какого-то трофея, да, вот как какой-то такой мем, а не как живой человек со своими чувствами, которому, ну, так-то может быть неприятно, то, что ты какая-то там галочка в коллекции, там какой-то эксперимент. Поэтому я в этом плане, да, была так поосторожнее, то есть, ну, в силу того, что как бы я долго была моделью и так далее, у меня там, естественно, были там профессиональные фотографии, поэтому там с всякими тиндерами и другими дейтингами проблем не было, мне там, естественно, было что поставить, я понимала, что они мне пишут не потому, что я как бы некрасивая, объективно понимала, что, ну, по стандартам красоты мировым все не так плохо, а потому что вот именно какая-то общая зашоренность вот, говорит за них в первую очередь. Илья, почему ты постоянно показываешь все плохое? Иногда упрекают меня подписчики. Обо всем хорошем вам может рассказать пропаганда по телевизору, но если вы смотрите мои ролики, значит вам не безразлично, что происходит в России и мире. А еще многие мои ролики бывают полезными. Например, в одном из своих видео я рассказал, как пережить нынешний экономический кризис с наименьшими потерями. Один из важных пунктов – это позаботиться о своем здоровье. Речь не только о том, что нужно вылечить зубы и проверить сердце. Физическое здоровье часто связано с нашим психологическим состоянием. Если справиться с негативными эмоциями самостоятельно не получается, не бойтесь обращаться к специалистам. Я уже рассказывал вам о сервисе Ясно. Это площадка для онлайн-консультаций с психологом. Она удобна тем, что вам не нужно куда-то ехать на консультации. Вы можете пообщаться со специалистом дома, в кафе, в путешествии или в любой другой комфортной для себя обстановке. Сама видеосвязь зашифрована и конфиденциальна. Алгоритмы сервиса индивидуально подбирают специалистов под каждого клиента. Нужно будет только заполнить анкету, а затем вам предложат несколько вариантов. Вы сможете изучить профили психологов и выбрать того, с кем вам будет комфортно работать. Если специалист по каким-то причинам вам не подойдет, его всегда можно заменить. Сейчас с Ясно сотрудничают более 2000 тщательно отобранных психологов. Как рассказывают представители сервиса, только 17% претендентов получает одобрение и допускаются к работе с клиентами. 50-минутная консультация стоит 2850 рублей, а с промокодом Варламов вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации на сайте. Сделать это и заполнить анкету вы можете по ссылке в описании к этому видео. Вообще, я вообще не знала, что есть такая опция, как блог, очень долго. Год до 17-го. Я там была подписана на Ким Кардашьян и все такое, я не знала, что блоги ведутся на русском языке особо. Но я там знала, что есть девочки, которые выкладывают красивые фотографии, но я понимала, что для этого надо, скорее всего, много денег, и это, ну, не моя история. Я просто работала на соцсетях нескольких там, типа, таких небольших компаний. Я вела им Инстаграм, потом подумала, ну ладно, заведу свой, буду там говорить о том, собственно, о чем мне хочется сказать своим друзьям и так далее. И постепенно я так как-то органично набрала аудиторию, без каких-то там супер накруток, там, закупки рекламы тоннами и так далее. Просто мне было вот, ну, интересно что-то такое попробовать, потому что мне хотелось делиться своими мыслями, мне хотелось, чтобы люди меня слышали, мне хотелось, чтобы люди рассказывали свои истории. И вот я рада, что я вокруг себя собрала такую аудиторию, какая у меня есть сейчас, хоть это и заняло, ну, довольно много времени, если сравнивать с какими-то там успешными блогерами-миллионниками. Я пришла к мысли, что хочу обсуждать в блоге вообще все, о чем я думаю, что как-то заставляет меня рефлексировать и думать о происходящем в мире вокруг, то есть это и не только там проблемы расизма, но это и проблемы национализма, хотя я с этим, ну, как бы, условно, не особо сталкиваюсь, потому что я все-таки, ну, не представитель так называемого малого народа, как там сейчас принято говорить, а потому что просто, ну, я именно расово другая. Мне было, в принципе, интересно писать про всю дискриминацию женщин, дискриминацию там на каких-то других основаниях, мне интересно было понимать причины происходящего, мне было интересно понимать, что в головах людей, которые с этим сталкиваются, которые, наоборот, являются агрессорами в этой ситуации. И вот как бы собрать комьюнити людей, которые имеют какой-то такой опыт, для меня показалось очень такой интересной идеей, и я решила это вот все, собственно, продолжать тогда. Естественно, когда в блоге я стала рассказывать про, например, недопустимость объявления уровня «сдам квартиру славянам», я столкнулась с тем, что люди стали говорить, а вот у меня семья узбеков квартиру всю загадила. Ну, я им, правда, сдавала без договора, но вот все равно это узбеки виноваты. Вот это Узбекистан. Это не то, что люди там конкретно какие-то плохие. Это вот конкретно вот нация виновата вся. Вот провалились как нация, как того сейчас это говорят. Когда я стала говорить что-то, что не очень комфортно людям иногда слышать, то что действительно стереотип относительно того, что там все, кто там живут на Кавказе, это непременно какие-то агрессивные злые люди, это тоже там, ну, не совсем верно, не надо вот так вот как бы этому следовать, это странно. И это довольно как бы такая простая позиция.
Я в какой-то момент стала понимать, что действительно, когда у тебя есть какой-то набор стереотипов относительно поведения других людей, жить проще. Но проще не значит лучше и правильно. И вот эту вот мысль я стараюсь донести до людей, что да, действительно, думать над тем, что люди разные, что вот как бы ты можешь проявить эмпатию там, к его позиции, ты можешь как-то с ним поговорить, ты можешь узнать что-то о нем, ты можешь попытаться там как-то войти в его положение, это действительно очень тяжело. Проще сказать, что вот у меня там узбеки что-то квартиру снимают, они мне не нравятся, их там живет много человек. А то, что в такой же позиции могут оказаться условные студенты, которые там снимают квартиру на 6, и они не вызывают у людей такой ненависти, это вот как бы про это люди думать не хотят. Но я считаю, что это все равно нужно и важно делать, хоть это и кажется, что какие-то просто такие докапывания до мелочей, но на деле постепенно, то есть сдань квартиру славянам начали потихонечку запрещать на всех этих сервисах, и в принципе люди как-то уже, не шутят там как про красные мокасины, как какой-то троп человека с Кавказа. Мне кажется, что с появлением там условной новой этики, это как бы так, я в кавычках говорю, в России постепенно время меняется, то есть вот эти вот простые шутки и простые там восприятия людей как каких-то таких мемов ходячих, а не личностей, они постепенно уходят, и я думаю, что дальше будет только лучше, все-таки, я надеюсь. Угрозы я в основном получала за посты, которые были связаны с защитой мигрантов, потому что людям не нравится, когда человек защищает людей, которые приехали работать в страну. При том, что вот эти же люди, которые там условно возмущались тому, что мигранты что-то в Россию понаехали, вот их что-то много стало. Нас, да, 80% русских, государствообразующая нация, но что-то они у нас работу отнимают. И вот эти же люди сейчас спокойно живут там в Грузии и в Армении, да. Это, конечно, забавно, я за этим очень люблю смотреть. Ну да, конечно, они ни у кого не отнимают работу, конечно же, они там не приезжают в страну, где там тоже, опять-таки, они являются меньшинством, это другое, вы не понимаете. Но вот конкретно в ситуации защиты мигрантов это действительно были угрозы, это были сливы адресов, там, каких-то близких, какие-то сообщения бесконечные в соцсетях. Это были хейтерские подарки ВКонтакте, хейтерские поделки из пластилина, хейтерские 3D, эти вот какие-то там рисунки. Это моя любимая вот такие вот. Я топ себе вот сделала такого. Я это, честно, всерьез не воспринимаю, потому что это люди, которые, вот как в 90-х люди решили, что все проблемы от кавказцев, это из-за них мы плохо живем, как-то так неоднозначно. Сейчас их поведем, и все будет нормально. Потом они решили, что вот, все проблемы от узбеков и таджиков. Они сейчас вот от нас уедут из России, мы там заживем, мужики работать пойдут, страна поднимется. Но сейчас, опять-таки, мы видим то, что государство постепенно пытается сместить вектор, что вся проблема от украинцев. Что вот украинцев денацифицируем и заживем вообще в лучшей России будущего. Но это, очевидно, не так. И поэтому я всегда говорила и говорю, что ксенофобия — это не выход, и она просто пытается как бы вот так вот сделать модель мира такую вот максимально простую, что вот все из-за них. Вот, как бы это очень инфантильная позиция, опять-таки, я такое не понимаю. Итак, рассказываю свою любимую историю, потому что я очень люблю ее рассказывать. Все-таки не каждый день к тебе приходит домой Центр противодействия экстремизму из-за ТикТока. В 2020 году, летом, когда там была вся вот эта вот БЛМ-движуха, я, собственно, так, это была одна из тематик моего блога, сняла видео, что, вообще, как бы, все такие смешные в России говорят, что вот они там что-то хотят себе каких-то лишних прав, а сами не замечают, что у нас есть там и национализм, и расизм, и вообще вот все у нас нехорошо. Там стали писать какие-то очень агрессивные комментаторы, они туда набежали, я им там отвечала всякие гадости, таких не сильных, там что-то видео, что-то нет. Там такие не сильные гадости, потому что я даже ТикТок не удалял, хоть там жаловались, я знаю, что очень много. И в какой-то момент там мне стали писать, что Россия для русских. Я процитировала с Индука и сказала, что Россия для русских, гель для душа, банки для анализов. И этот ТикТок стал поводом для визита Центра противодействия экстремизма ко мне домой по месту прописки. Я там как бы не жила. Они пытались со мной провести беседу, чтобы я там такое больше не выкладывала. Я прикол не поняла, потому что пришли они, естественно, без повестки, смотрели, сколько там зубных щеток у меня дома, там, живу я там или нет, естественно, там они меня не нашли. И я до сих пор очень с этого смеюсь, потому что жила они тогда недалеко, они ко мне поехали там на окраину города. Их право, бога ради. Но просто я поняла теперь, что в Центре противодействия экстремизму есть специально обученный человек, который смотрит ТикТоки, вот живите теперь с этой информацией. Они угрожали мне тогда статьей, вот за вот этой вот, которая там, 282, которая, я не помню, там, возбуждение вражды, насколько я помню. Что вот они там говорили маме, что вот уволят, я там с позором
буду там под следствием находиться. Ну, они в итоге заставили маму позвонить мне, она испугалась, естественно, позвонила, потому что там было 2 полисменов. Ну, я тогда сказала, я уже тогда с юристом со своим созвонилась, она мне сказала, что, ну, пусть они повестку пришлют, тогда поговорим. Я им то же самое сказала, что присылайте повестку, тогда поговорим, потому что там они такие, а давайте мы у метро встретимся, поговорим. Ну, я просто как бы не поняла, о чем мне разговаривать с этими людьми, поэтому, ну, я все-таки предпочла делать это официально, но они как-то там и подзабили. Но я прекрасно понимаю, что там какое-то... Ну, то есть, что вот действительно даже за такие какие-то мелкие вещи, даже в условно мирное время у людей могли быть вот проблемы такого рода. Это на самом деле не очень прикольно, это не очень прикольно понимать, что ты вот одну какую-то неверную вещь сказал, вот где-нибудь в ТикТоке, ну, для них неверную, и все. Я тогда стала, на самом деле, меньше писать про политику, потому что я не очень хотела жить за Россию. Да, я ходила на митинги, да, я там что-то высказывалась по поводу политики, но это все равно было уже не в том формате, в каком я писала вот в 2020 году, потому что действительно, ну, стало страшно. Ну, я думаю, что всем было стало страшно, потому что у меня тогда планов не было вот вообще как-то всем этим заниматься. Я вообще не думала, что за это как-то наказывают. Там просто на фоне всего этого там поднялся очень такой буллинг из правых пабликов, они очень хотели, чтобы у меня была статья, они там типа пытались на меня писать доносы, они там снимали про меня видео, это просто был какой-то бесконечный вот такой вот поток, который длился, наверное, месяца 2. Каждый день я получала там десятки сообщений о том, какая я там тварь, как меня там убить надо, как мне там типа ходи, оглядывайся, я знаю, где ты живешь, я знаю, где живет там твоя мама, ты вообще там типа посмотришь, что такое там типа вот наше гостеприимство, потому что мы там тебе не рады. И вот, в принципе, мне и так такое пишут периодически, но тогда это было вот действительно, ну, первые дни, наверное, ну, больше 1000 сообщений за день вот такого рода я получила. И я смотрю, что вроде, ну, люди какие-то нормальные, ну, вот вроде там по аватаркам, и не стыдно же им такое писать. Тогда для меня это таким стало тоже поводом подумать над тем, что вообще, где я живу. И зачем я тут живу, если вот такое происходит, и всем на это все равно. Я много слышу про обратный расизм и обратный сексизм, и вообще все вот эти вот привилегии меньшинств. Но на самом деле я просто таким людям очень хочу сказать, ну вот вас на границе досматривали когда-нибудь, заставляя штаны снимать? Вот меня досматривали, потому что у меня внешность такая, причем даже на перелетах внутри России, потому что, ну вот, не вышло лицом. Вот просто когда к тебе люди относятся плохо, потому что ты выглядишь определенным образом, да, это дискриминация. Когда там, не знаю, тебя в кафе не берут официантом, когда тебя там, не знаю, в детстве, когда ты там танцами занимаешься, ставят на задний ряд, потому что ты не вписываешься в коллектив. Но вот когда с тобой фоново идет вот это вот ощущение, что ты второй сорт по жизни, да, это дискриминация, она действительно существует. Есть ли у белого человека вообще какая-то рефлексия на тему того, как он родился? Вот у белого русского человека, который там с голубыми глазами, там, светлыми волосами, нет, у него этой рефлексии чаще всего. То, что вот он там может как-то страдать фоново и так далее, это неплохо, это просто есть. И, в принципе, обратный расизм – это такая штука забавная, потому что расизм, как и любая дискриминация, он возможен только при наличии какой-то институциональной власти у некой такой вот группы объединенной. Ну, то есть мужчины, условно, в США могут запретить аборты, там, они могут пролоббировать свой закон, и вот теперь женщины не могут там себе аборты делать. Там, здесь скинули это на Штаты, теперь в Штатах это все там будут запрещать, условно, там, в разных там по-разному. Вот обратный сексизм – это что? Это когда там девочку по квоте возьмут там куда-нибудь, ну, вот это квоты, они тоже действительно помогают, там есть доказательства, что там тоже гендерное разнообразие, чем больше, тем лучше, и, в принципе, ни к чему плохому это не приводит. И, в принципе, вся эта концепция обратного расизма, особенно живя в России, где там, не знаю, вот этих вот темнокожих у нас, сколько там, 50 тысяч человек, по-моему, там мулатов и африканцев, которые там учатся и так далее, и работают. Ну, не африканцев, там темнокожих, я просто говорю, чтобы было понятнее именно так, что это разные группы такие населения. Их не так много, и говорить, что они обладают какой-то властью, чтобы там, не знаю, вот что-то делать, это довольно смешно. У нас нет гетто, у нас нет каких-то этнических группировок, там, мулатов, условно, там, которые держат в страхе там весь район Девяткина. Нет, это смешно. Поэтому что-то говорить на эту тему я сейчас лично не могу. По поводу шуток на тему расовых и национальных каких-то стереотипов. Это, конечно, может быть смешно, но когда это шутит человек, который никогда с этим не сталкивался, мне, например, это не смешно, потому что, ну, чувак, ты не имеешь вообще никакого понятия о том, с чем я сталкиваюсь, как я живу, то, что там, ну, моих ровесников могут порезать в подъезде стамеской, то, что это не какие-то шутки, то, что это не где-то там далеко, это вот с нами в этой комнате, это действительно происходит, вот буквально, вот недавно происходило, происходит даже сейчас. Я вообще, в принципе, склонна к позиции, что хорошая шутка, ну, в принципе, не должна задевать никого, и это является показателем какого-то качественного юмора, а не такое вот подшучивание над незнакомцами, которым это может быть комфортно, а может
может быть и отвратительно. Ты же не знаешь, там, какая борьба у человека, который сидит перед тобой, если это незнакомый тебе человек. Я понимаю, если там какой-то друг, если у вас там какое-то неформальное общение, если для вас это как бы норма, ну, это конкретно ваши правила, я в них не лезу со своим уставом там в чужой монастырь. Мне, допустим, не очень приятно, когда люди как-то шутят над моей расовой принадлежностью, потому что вот я в 16 лет решила, что услышу что-нибудь новое, что вот реально не слышала до этого, дам 100 рублей, не услышала. Вот все просто идет по кругу, это абсолютно однотипные шутки, это абсолютно тупые, однотипные, жестокие шутки, которые вот как бы, казалось бы, должны заставить меня смеяться. Мне не смешно. Если кому-то кажется, что вот когда над тобой в компании, когда ты становишься таким мемом, над которым постоянно смеются, именно из-за какого-то такого твоего внешнего вида, то, возможно, это не такие уж хорошие друзья. Возможно, это просто люди, которым нравится за счет тебя как-то самоутверждаться, что вот, я такой прикольный, а ты там смешной хачик. Вот это вот все, ну, то есть сколько я раз это слышала от своих там знакомых, как мне казалось, я все думала, что, может, я реально что-то себе зря надумываю. А потом поняла, почему я вообще должна такое слушать. Ну, то есть, что это за такая дружба, что ты, ну, ты видишь, что мне неприятно, видишь, а зачем ты тогда это продолжаешь? Мне кажется, что когда вы там, не знаю, действительно какие-то кореша, то вы можете там в компании собираться шутить. То есть, когда мы там собираемся в компании мулаток, мы условно там шутим, то что, ага, на нас все смотрят, хотя мы там русские, ну, то есть, это такие шутки именно, ну, другого формата. Человек, который с этим сталкивался, он это никогда не поймет, и слава богу, что не поймет, все-таки своя рубашка к телу ближе, и действительно, ну, не тот экспириенс, который я бы советовала переживать. Но я бы советовала чуть-чуть быть осторожнее в плане шуток, не потому что вот все стали такие сахарные, а потому что, ну, действительно это не смешно. Ну, то есть смешно это когда какой-то там типа несоответствие там забавное, когда там, ну, ты подмечаешь какую-то там такую деталь мира интересную, а что ты во мне подметишь, что у меня там цвет кожи другой, ты думаешь, я сама это не вижу, что все люди это не видят. Ну, как-то это, короче, слишком очевидно и скучно для меня, поэтому я такое не люблю в свой адрес и всегда сразу пресекаю. В России, как мне кажется, расизм действительно есть внезапно, но он не такой, как в США, где им там условно землю запрещали покупать там до 70-х годов, насколько я помню, и селиться там где-то около белых городов, а бытовой. Ну, как бы люди позволяют себе какие-то грубости, какие-то грубые шутки. Ну, то есть они видят какого-то непохожего на них человека, и все, у них паника начинается. Если брать именно расизм в адрес темнокожих и расизм в адрес азиатов, это, естественно, разное, потому что, ну, исторически, да, там какие-то азиаты в России были, ну, какие-то, да, там несколько республик огромных. Я не говорю, что это меньше, я говорю, что просто действительно у людей, возможно, это чуть-чуть по-другому воспринимается, потому что как будто бы это что-то такое чуть более, мне кажется, ну, российское, что действительно, ну, сложно отрицать, что эти люди существуют, когда они входят в состав России, и у них там своя республика есть, и даже там не одна. Поэтому я считаю, что это разные явления, их надо по-разному рассматривать, потому что действительно, ну, азиаты, они были в России давно и по полному праву. А темнокожие в основном в Россию начали приезжать работать в 30-х годах только прошлого века. То есть они действительно России более непривычны, и вот из-за этого, мне кажется, часть ситуации происходит. Вообще, я сейчас выбрала уехать из России, потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что когда в России время сложное, люди пытаются найти сложности не во власти, а в геях, самокатчиках, велосипедистах, темнокожих, азиатах, вообще в ком угодно. Главное не в том, кто реально эти проблемы все генерирует. За пару дней до отъезда я ехала с водителем Uber по, собственно, Невскому, я там говорю, там, может, митинги там, если что, будут, давайте там объедем без проблем. Он такой, я бы их вообще там, типа, бил. Они власть не уважают. Вот я скучаю по временам, когда я ходил по улицам и так он мне и сказал. И это, господи, ну, то есть, ты ведешь меня по центру Петербурга, и ты мне говоришь такие вещи. Ну, то есть, вот это, мне кажется, стало таким финальным моментом, после которого я поняла, что, ну, как минимум, на какое-то время из России мне надо уехать, потому что, действительно, я прекрасно понимаю, что русский мир, ну, то есть, там очень интересно, даже в СМИ стало замечаться постепенно, там, с российского на русский. Ну, как бы, а я не русская, и вот я идентичность на этом свою строить не хочу. Сейчас я живу в Ереване, уже 4 месяца практически живу в Ереване, и вот честно, я не хочу говорить, что вот Россия какая-то страна плохая, но вот я здесь 4 месяца живу, и я хожу тут ночью по центру города, что-то вот по поводу «уезжай», мне сказали один раз, мне сказали «уезжай в свой Израиль». Я удивилась, я считаю это комплимент. Но а так, здесь абсолютно нормальные люди, абсолютно какие-то психически здоровые, которые не ищут себе
быстрых эндорфинов в контексте того, что они докапываются до других, потому что в России это происходило постоянно. Недели не было, чтобы реально мне что-нибудь на улице не говорили, там, типа, вот по поводу моего внешнего вида. Здесь какие-то люди счастливые, что ли, я не знаю, может, им это не надо просто. Я вообще для себя объяснение найти так и не смогла, почему так происходит. То есть, действительно, почему в Армении, где страна намного вообще вот это более мононациональная, чем Россия, где там от Дальнего Востока до Калининграда, там просто собери их всех, там 170 разных наций. Пожалуйста, выбирай любую. Вот почему там ксенофобия сильнее, чем в Армении, где там больше 90% населения, это армяне этнические. И я пытаюсь понять, я не понимаю, честно. Поэтому здесь я чувствую себя в большей безопасности, чем в России, и для меня это тоже стало таким очень интересным поводом задуматься, почему в стране, где я гость, ко мне относятся лучше, чем в моей стране родной, где я родилась, плачу налоги, покупаю какие-то там вещи, трачу деньги. И вот как-то мне все еще неприятно от этого осознания. Я до сих пор не могу для себя точно определить, хочу ли я вернуться в Россию. С одной стороны, да, это страна, в которой я социализировалась, она наложила на меня определенный отпечаток, и отрицать это и говорить, что все, я теперь не русский, вот как сейчас делают некоторые люди, это, немножко так, смешно объективно, потому что все равно мы там выросли, какое бы это болото ни было, оно все равно на нас как-то отпечаток наложило. Но в то же время я понимаю, что вот если первая попавшаяся страна, куда я поехала там просто в панике без загранпаспорта, настолько нормально меня приняла, то, может быть, мне и врали то, что вот везде люди злые. Что, может быть, эта проблема просто в конкретных людях была вот в России, а не в том, что у нас там, не знаю, воздух такой, и все друг друга докапываются, как и во всем мире. Поэтому я пока туда возвращаться не хочу. Мир посмотрю, еще что-нибудь, потому что, все-таки там, видимо, много интересного, и посмотреть хочется побольше. Что бы я сделала, чтобы в России не было расизма? Во-первых, научила бы людей как-то испытывать эмпатию. Потому что без эмпатии любая дискриминация ложится вот так вот на человека, а если эмпатия уже есть, если человек уже может поставить себя на место там мигранта, над которым он смеется на улице, потому что мигрант нам грабли уронил, пока двор мел там граблями. Умение поставить себя на другое место — это прикольно, и это очень важно. И когда у людей станет этого больше, возможно, будет лучше.